Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, сегодня на сайте Госдепартамента Бюро консульских дел США вышел новый визовый бюллетень на июнь месяц. Как и предполагали многие иммиграционные адвокаты, новый бюллетень сделал Карен для всех кейсов, а точнее для всех, кроме Египта, Ирана и Непала, но я думаю, подписчиков нашего канала эти страны не касаются. Актуальные цифры для этих стран вы сможете посмотреть вот здесь. Мы думали, что Карента не будет, ведь это абсолютно нелогично. Посольства во многих странах все еще не работают или работают очень медленно. И даже сканы на данный момент проверяют у номеров не выше 8-9 тысяч за редким исключением. Ссылку на бюллетень я, как всегда, оставлю в описании, и сейчас кое-что объясню. В прошлый раз, когда я рассказывала про вышедший бюллетень, многие в комментариях и личных сообщениях писали, что по ссылке, которую мы оставили, есть только бюллетень на апрель, а не на май, как я говорила. Все верно, выходил тогда апрельский бюллетень, но в нем уже была информация на май. Так и сейчас выходит майский бюллетень, в котором есть информация на июнь. Чтобы ее найти самостоятельно, откройте ссылку и прокрутите бюллетень вниз, и почти в самом конце найдете информацию на июнь. Цифры в визовом бюллетене не дают гарантии того, что вас позовут на собеседование. Это лишь дает возможность консульскому центру и посольствам обработать ваш кейс и в порядке очереди пригласить на интервью. Но теперь, когда все номера имеют одинаковый, так сказать, статус, в теорию на собеседование могут попасть даже большекейсники. Но только если каким-то чудом их документы будут обработаны и готовы к этому раньше, чем у людей с более низкими номерами. По последним данным, по всему миру почти 1500 человек получили приглашение на интервью, но в подавляющем большинстве случаев их номера кейсов не выше 4000, несмотря на то, что цифры в апрельском бюллетене были гораздо выше. А из этих 1500 приглашений собеседование провели пока что для чуть более 250 кейсов. И это капля в море. На данный момент больше всего получают приглашения граждане и резиденты африканских стран, а в Европе и Азии качественно отличаются только Казахстан и Грузия, где приглашений в глобальном смысле отправлено пусть и немного, но все равно значительно больше, чем в других странах. Но, как я говорила в одном из прошлых видео, 8 апреля вышло распоряжение от госсекретаря США, в котором выдачу иммиграционных виз сделали исключением для национальных интересов, несмотря на действие шенгенского бана. Это значит, что посольства США в Европе, возможно, уже в ближайшие дни или недели наконец-то начнут рассылать приглашения на интервью по всем категориям иммиграционных виз, и ситуация как минимум для некоторых стран сильно изменится. К тому же Карен для всех номеров дает и свои преимущества. Во-первых, если ваш номер раньше не попадал в бюллетень, то теперь попадает, и возможно в скором времени вашу анкету обработают, вышлют запрос на сканы или даже их проверят, если вы их уже отправили, но сообщение о проверке так и не получили. Во-вторых, даже если до 30 сентября вас не успеют позвать на собеседование, будет возможность вступить в какой-нибудь судебный иск по резерву виз для DV 2021. Так поступили победители прошлогодней лотереи, и сейчас адвокаты добиваются резерва 9000 виз для DV 2020. Решение суда по этому делу, скорее всего, будет к концу апреля, началу мая, и я надеюсь, такое длительное ожидание принесет свои плоды, и все, кто ждали визу, наконец-то ее получат. Несмотря на очень медленную работу посольств сейчас и на то, что уже прошло больше половины отведенного срока для выдачи виз по DV 2021, пока еще есть вероятность того, что ситуация изменится. По практике прошлогодней лотереи, после победы истцов в одном из судебных разбирательств, в сентябре 2020 года посольства начали работать в турборежиме и за несколько недель выдали гораздо больше виз, чем обычно. А значит, при желании они точно могут работать быстро и качественно. На сегодня все, друзья. Я, как и раньше, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.